Салют, people, с вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. О как! Видеокарточки теперь дороже всего лишь на 12% от рекомендованной розничной цены. Ну, если знать, где искать. А еще Intel заговорил о частотах новых грядущих процессорах Raptor Lake. А там, извините меня, ого-го гигагерц. Ну и под конец с вами посмотрим на новые комплекты DDR5. Там вкусненько. Погнали! Ну что, друзья, благодарим наших IT-коллег с ресурса 3D Center, которые, как всегда, делают отчеты по ценникам видеокарт. И теперь вышел апрельский итог. Верно, динамика цен по видеокарточкам как от AMD, так и у Nvidia. И забегая наперед скажу, что не только ценники, но и наличие. Ремарочка сразу же, чтобы вы понимали, это касается видеокарточек нового поколения, то есть RTX 30 серии и RX 60 серии. Так что получается, если мы с вами берем весь ныне прожитый 2022 год, то с наценки 80% от RRC, начиная с января 2022 года, мы теперь с вами наблюдаем в апреле. Апрель же? Да, 12-19% наценки от RRC, в зависимости, конечно, от позиции и так далее. За 16 месяцев это впервые такая цена. То есть, условно говоря, за 1,5 года такой дешевой цены не было еще ни разу. Ребят, ни разу. Отчет у них публикуется каждые 3 недели, то есть не каждую неделю, не каждый месяц. Они выбрали себе такую вот динамику. И здесь мы видим, что реально числа в двухзначном смысле уменьшаются. Я все это вам поясняю и веду к тому, что с такой тенденцией через 3 недели тогда карточки вообще будут по RRC. Но это не точно. Я вам уже пояснял причины такого подешевления видеокарточек где-то в 2 сюжетах точно, там недельной давности, смотря когда вы смотрите, конечно же. И явно сейчас одна из самых главных резонов для того, чтобы карточки дешевели, это грядущий выход новых линеек видеокарт. Это касается и Nvidia, где релиз у нас и анонс в сентябре должен состояться, если ничего не перенесли, не перенесут. RTX 40 серии, 4000 линейка Ada Lovelace. Ну а потом за ней пойдет еще и AMD Radeon RX 7000 серии. И я не говорю уже за грядущие релизы видеокарточек в виде RTX 3090 Ti, рефрешки, которые мы с вами недавно обсудили, 6950 XT, 67 и 6650 XT. Ну и естественно, вроде бы как карточки от Intel. Да, точно, сюда еще можно POS приплюсовать. Но его перенесли с конца июня на несколько месяцев. Это типа 3-й квартал. Но тем не менее, это все равно как-то морально додавит некоторых майнеров. Но если вы думаете, что здесь соль только в цене, ах, ребятки, как вы ошибаетесь. Впервые за всю эту историю аналитики и статистики ребята из 3D Center присвоили всем видеокарточкам от Nvidia 5 баллов из 5 по их наличию. У AMD немножко другая история, но тем не менее. То есть, если говорить простым языком, видеокарточки не просто подешевели и уже около RRC, но еще и в наличии в большинстве магазинов, ну прям максимально приходи покупай. У AMD ситуация похожая, но за исключением 3 позиций, где рейтинг составляет 4 из 5. Это флагман RX 6900 XT и средний сегмент в виде 6700 XT и 6600 XT. Ну и одна позиция в лице 6800, она в принципе всегда была проблемная. В итоге она все еще дороговастенькая и ее сложно найти. Но если в целом обобщать Nvidia и AMD, вы должны же понимать, что доля рынка графических процессоров у зеленых, намного больше. Поэтому вероятность того, что их будет в целом больше в магазинах, куда выше. И вот прошел год, по большому счету больше, чем год, практически 1,5 года. Кстати, если так окунуться на год назад, именно на год назад, то где-то вот в эти месяцы видеокарты стоили X2, X3, особенно Nvidia. Короче говоря, если говорить за нынешний этап, если есть возможность там знакомые или какие-то ходы, то вполне вероятно, что есть смысл взять карточку сейчас. Может быть, через 2-3 недели она подешевеет еще больше, а может быть и нет, я не знаю. Но, конечно, может быть еще у вас цели другие. Вдруг вы ждете Intel, хотя сомнительная затея, надо оттестировать для начала. Либо вы ждете новые серии видеокарт. Но новые серии видеокарт это не раньше сентября-октября. И то мы не знаем, что там будет по ценам стартовым, не знаем по производительности и так далее. Здесь уже как бы оттестированная, вся движуха оттестирована. Поэтому, возможно, стоит купить сейчас. Потому что сейчас у нас апрель, а ждать новых карт сентябрь-октябрь это еще очень-очень долго. То есть я акцентирую на том, что сейчас действительно можно покупать видеокарточку именно для развлечений. Так, давайте немножечко поговорим о ЦПшках от Intel. Потому что говорится о том, что рапторы смогут подняться до частоты 5,8 ГГц, мать его. Да, ребятки, недавно мы с вами о рапторах говорили и даже сравнивали с некоторыми другими камушками от Intel, но теперь новая инфа, за которую, кстати, спасибо человечку под ником OneRachu. Суть в том, что если мы, допустим, берем с вами для экземпляра 12900KS от Intel, к нему еще дополнительно могут накинуть 200-300 МГц для частоты. Это нехило.
хватило. Здесь, конечно, сразу будет открытый вопрос, как это все повлияет на энергоэффективность, там, температуру и так далее. Особенно, учитывая тот момент, что Intel иногда очень сильно любит написать одну TDP-шку, а по факту, там, когда камушек работает очень хорошо, TDP-шка можно умножаться на 2. Но с другой стороны, кто особо о таком будет думать, когда собирает себе ПК из топового сегмента, топового железа? Здесь основной акцент на производительность, а никак не на энергоэффективность. Поэтому, да, это касается топовых процессоров, но если мы будем с вами говорить, допустим, там за i5 или за i7, то они, скажем так, ну, поболее приземленные к энергоэффективности, тепловыделению, температурам в целом, ну и, собственно, приземленнее будет производительность, в хорошем смысле этого слова. То есть там лютый охлад на ЦПшку не нужен. Именно, кстати, по этой причине тот же i5 12400, ну, стал достаточно любим и популярен. Тем не менее, давайте порассуждаем. Если Intel сможет действительно поднять свои частоты, плюс добавит еще и кэш-память, а еще количество E-Core и улучшенный IPC ядер Raptor CAV-P, то Intel будет шибко конкурентно, особенно учитывая то, что ребятки из AMD уже на Zen 4 хотят поднять тоже частоты. Причем 5 ГГц и даже более на все ядра красные могут уже сделать, ну, со спокойной душой. Да и что ж там говорить, мы с вами уже дважды смотрели на тесты AMD-шки нового центрального процессора 5800X3D, где как бы он залоченный, но при этом имеет большой буфер кэш в памяти. И вот даже залоченный, скажем так, проц, который не оверклочится, да, не гонится никак. Энтузиасты нашли, которые гнали его, причем гнали добротно с 4,3 до 4,5 по моей памяти ГГц, а потом кто-то вообще шагнул за 5,1. Ну, понятно, что это уже такой прям совсем оверклокер-энтузиаст, но смысл в том, что в итоге, по информации определенной, AMD уже на официальном уровне заявили о том, что они сделают так, чтобы этот 3D V-Cache процессор, он смог тоже клочиться, то есть, грубо говоря, одним нажатием. Вы купили уже себе, скажем так, флагман последней AM4 линейки, да, со старым сокетом, который имеет громадный просто кэш, условно громадный кэш, на хороших частотах еще и гонится. Ну, по-моему, как для AM4 это бомба. Поэтому конкурентоспособность сейчас будет очень большая, особенно на фоне того, что скоро выйдет AM5. Ну что, друзья, производитель в лице ZEDEC, он объявил о выходе своей оперативной памяти азушки, конечно же, RGB DDR5 Spark. Они уже прямо с завода продают улучшенную версию. Это касается и производительности вовсе, в общем, и касается энергоэффективности, и касается частоты, и касается таймингов, ну в общем, все как всегда. Ну и, естественно, объем памяти. Так вот, нас с вами ждет 5200 МГц. 6400 МГц. Это вот диапазон, где они будут работать, скажем так. Плюс, естественно, плашки будут от 16 до 32 гигабайт. Ну, DDR5 на 8 уже не мелочится. Само собой, плашки будут поддерживать и автоматический разгон, так что XMP профиль 3.0 это прям must have. Ну а для снижения, скажем так, шума цепи, эти киты будут оснащены микросхемами регулировки управления питанием. В целом они созданы для того, чтобы контролировать колебания мощности. Короче, чтобы система работала стабильно и эффективно. И я молчу уже за встроенную систему коррекции ошибок ECC. Само собой, сама же RGB подсветка будет совместима со всеми материнскими платами и со всеми их ПО. Да, киты будут доступны как одноканальные, так и двухканальные. Ну а в продаже уже доступны 4 различных варианта диапазонов скоростей, начиная от 5200 МГц с 1,25 вольта и таймингами 38, 38, 38, 84 и вплоть до 6400 МГц с 1,35 вольта и таймингами 40, 40, 40, 84. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. Подписывайтесь на мой игровой канал, не забывайте, ссылочка уже с фула. Но с вами, как всегда, был Human, и как всегда, кайфовой вам игры.